Все-таки изменения в штампах на зажигалках Zippo коснулось не только реплики 41 года. Привет, друзья, и это очередные новости из мира Zippo. А начну я, пожалуй, даже не начну, правильно будет сказать продолжу, с изменения штампов. В прошлый раз я рассказал, что в компании изменили штамп на реплики 41 года. Но на этом они не остановились и поменяли штамп теперь на реплики 37 года. Все сделали так же, как на 41 модельке. Убрали номер патента и поставили слово Vintage. Теперь все это дело выглядит вот таким вот образом. Я не знаю, зачем и почему было принято такое решение по отношению к репликам. Может быть, это очередной маркетинговый ход, чтобы поднять продажи, может быть, что-то другое. Но в любом случае эти модельки не потеряют свою популярность, что бы там с ними ни делали. К слову о популярности. Новое покрытие 540 Color продолжает набирать обороты, и в компании уже начинают выпускать зажигалки с таким покрытием от художников-партнеров Zippo. Не так давно на своей странице в Facebook известная художница Энн Стоукс анонсировала 3 новых зажигалки со своими работами именно с этим покрытием. Посмотрите, друзья, по моему мнению, модельки получились просто шикарные. Я думаю, что любителям Zippo это зайдет, и вскоре они появятся у вас на полочке. И в будущем я надеюсь, что в Брэдфорде на этом не остановится, и мы увидим такие модельки с работами других художников. Уж очень хотелось бы их увидеть. Но и это не все. Также Энн анонсировала еще пару моделей со своими работами. Но уже в другом исполнении. Это зажигалки с накладками. В данном посте она говорит, что недавно получила эти образцы, сделанные по ее готическим гобеленам, и скоро они станут новыми дополнениями в премиум ассортименте Zippo. Модельки, выполненные с инкрустацией драгоценных камней, это скорее всего будут просто кристаллы Сваровски. Так что, друзья коллекционеры и обожатели работ Энн Стоукс, следите за новостями и не пропустите выход этих зажигалок. И в продолжении темы новинок. Компания недавно выпустила еще несколько зажигалок с новыми дизайнами, и они продаются пока исключительно через онлайн-магазины. Все они представлены на сайте zippo.com, дизайн выполнен на любой вкус, вы сами в этом можете убедиться. Но вот мне лично зашли вот эти модельки с покрытием опять же 540 Color. А именно, первая вот эта с абстрактным дизайном. Очень красивая зажигалка, посмотрите. Плюс ко всему покрытие сделано так, что оно светится в темноте. Молодцы, конечно, не стоят на месте, постоянно преподносят что-то новенькое, и вот за это им респект. И вторая зажигалка, которая меня удивила. Тут дизайнеры, конечно, молодцы, сделали, на мой взгляд, лучшее на сегодня из моделей с отсылом на саму компанию и ее создателя. Посмотрите, на заднем плане изображена штаб-квартира компании в Брэдфорде. На переднем слово Zippo, в каждой букве которого отдельное изображение, которое ссылается на сам бренд. Это все, что касается серийных моделей. А теперь перейдем к коллекционкам. В этом году гимн США отметил свое 90-летие. Компания не оставила это без внимания, все-таки это событие государственного значения, а Zippo является американским брендом, и они просто не могли не выпустить зажигалку с патриотическим дизайном. Модель была выпущена ограниченным количеством, всего 1000 штук. Сейчас она доступна только на zippo.com, сделана в корпусе Armor с покрытием Hide Polish Chrome. Гравировка выполнена по технологии Multicad с изображением нот гимна и, конечно же, звезд со звездно-полосатого знамени. И еще одной особенностью зажигалки является инсерт, его сделали позолоченным. Вот такая красота вышла к 90-летию гимна страны. А теперь новости для поклонников творчества Клаудио Мацци. Как вы должны помнить, я уже об этом рассказывал, 21 апреля Клаудио сделал пост на своей странице в Facebook о том, что в автомобильной аварии, в которой погиб
Жан-Пьера Ваджери, друг и крупнейший коллекционер Zippo Mazzi, была украдена коллекция зажигалок и ручек с аэрографией художника. Так вот, Клаудио приступил к восстановлению этой коллекции и воссоздал уже две зажигалки. Это вот эти модельки. Никаких изменений в дизайн восстановленных зажигалок не было внесено, кроме маркировки, о чем говорит сам художник. Как мне кажется, это на случай того, если все-таки найдется украденная коллекция, и чтобы потом не возникло путаницы. И еще одна новость от Mazzi. Вы знаете, что он делает аэрографию не только на зажигалках, но еще на ручках, мотоциклах, мотоциклетных шлемах, да и на многом другом. И дизайны он делает не только для Zippo, но и для других компаний. Так вот, сейчас он выпустил серебряную подвеску со своей аэрографией, которая ориентирована на китайский рынок. Конечно же, тут все соответствует их менталитету, любят они там всякие цветы и растения. В последнее время почему-то все производители смотрят в сторону Поднебесной. Конечно же, Zippo не осталась в стороне, и поспособствовала этому борьба с курением в США. Конечно же, китайский рынок был, скажем так, завоеван не за один год. В начале 2000-х годов руководство компании все больше заботили подделки зажигалок. По всем оценкам, она теряла до трети всех мировых продаж, ведь на территории Китая на заводах выпускалось до 45 тысяч, вы только вслушайтесь в эту цифру, до 45 тысяч поддельных или похожих зажигалок. И вот в 2003 году в Китае, в городе Ханчжоу, открывается первый розничный китайский магазин Zippo. Прежде был всего лишь один фирменный магазин, который с 1997 года работал и работает в музее мастерской Zippo в США. К 2017 году у Zippo было уже 1700 авторизованных магазинов в Китае. Также стали продавать товары Zippo на площадках JD.com и Tmall, что сделало китайский рынок основным по прибыли для Zippo вместо Европы и США. И сейчас очень много делается зажигалок в этом направлении, и дизайны на них, на мой взгляд, даже превосходят те, которые делаются для американского и европейского рынка. Чего стоят только 600 миллионки для них, посмотрите. Явно дизайн превосходит зажигалку, которая была выпущена для других стран. А вот эта модель, согласитесь, красота. И вот еще из новинок, почему-то она напоминает сокровище цивилизации майя. Конечно же, такую на карман не возьмешь, но вот в коллекции будет смотреться обалденно. И последняя на сегодня новость, чем я хочу закончить сегодняшний выпуск. Zippo Fan Club готовит очередной выпуск своей клубной зажигалки. Какой дизайн будет на ней, я пока сказать не могу, пускай останется это интригой. Единственное скажу, что работа над выпуском уже идет, так что, друзья, следите за новостями в группе, чтобы его не пропустить. А на этом я с вами прощаюсь, конечно же, ненадолго. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много интересного. Пока-пока!